Если суммировать выступления всех левых депутатов за 100 лет, то народ наш должен уже сдохнуть, ибо он пухнет с голода уже все 100 лет. Мне кажется, надо воздерживаться от таких фраз. Никто ни с какого голоду не пухнет. Население страдает ожирением. Все почти передачи и врачи выискивают рекомендации, как понизить вес. И я не согласен с тем, что вот мы будем ратифицировать соглашение по кофе. Но факт тот, что пьют кофе, это говорит о том, что никакого кризиса нет, Николай Васильевич. Если люди голодные, все стоит, все безработные, то не до кофе. А кофе пьют, и все больше и больше. Поэтому здесь надо всесторонне смотреть. Поэтому, и вот вы тут сказали, что якобы против рака. Насколько я знаю, наоборот. Кофе является, как и чай, канцерогенным веществом. И близким к наркотическим. Ведь это нам Петр I завез. У нас этого не было. Это чужеродный напиток. Он нам вообще был не нужен. Его пили те, кто захватили колонии в Африке и, так сказать, в Латинской Америке. Увидели, как местные жители ходят такие чумные немножко. Алкоголя нет, ничего нет. Жуют эти кофейные зерна. А чай, коровы-пастухи заметили, что-то как корова этот кустик пожует листики, так такая более радостная бегает. То есть это в основном возбуждающие средства. И они нам совершенно не нужны. Это завезли Петр I, такой молодой человек, ему все понравилось. И Амстердам понравился, ему и кофе, так сказать, и корабли, и воевать, и со шведами. То есть такой вот немножко экзальтированная личность была. Много хорошего сделал, но бороды срезать не надо было. И кофе, и чай завозить нам не надо было. Да и картошка, большого толку от нее нету. Тоже не наше блюдо. Это там, в Латинской Америке. У нас хлеб, вот наш основной продукт питания. Ну вот ратификация соглашения. Мы наблюдатели, самый хороший статус. Можем приехать на их конференцию, можем не приехать. Теперь, когда мы члены станем организацией, то мы обязательно должны приезжать. Это значит, командировочные растет, расходы растут. Взнос наш растет, обязательства растут. Они могут принять решение, что в этом году обязать членов этого МОК закупить определенный сорт кофе. Давайте, скажем, солидарность проявим. Мы же члены этой одной организации. И мы будем завозить не тот сорт кофе, который нам нужен. То есть соглашение нам связывает руки. Когда мы ратифицировали соглашение о вступлении в Совет Европы, я предупреждал, что это не надо делать. Тут хотя бы копейки платим. А Совет Европы больше 20 миллионов евро каждый год. Сколько денег уже отдали за то, что нам там мешают работать. Тут в этой организации вроде бы нету права не выступать. Она чисто экономическая. Мне вообще непонятно, почему у нас Международный комитет ее ведет, эту тему. Ведь в ООН это ведет конференция по торговле. А у нас, комитет по сельскому хозяйству, это же продукт питания. Международный комитет пусть занимается вопросами войны и мира и межгосударственных отношений. А продукты питания пусть занимается профильный комитет. Мы уже предлагали сделать комитет по продовольствию. Не хотите, тогда все равно все, что связано с потреблением, как продукты питания, должен заниматься соответствующий профильный комитет, а не международный. Поэтому обвинять министров, что они не занимаются антикризисными мерами, так это должны только отдельные подразделения всех министерств заниматься. И потом, кто сказал, что этот кризис есть? В чем он выражается? Если у нас число вакансий выше, чем число безработных. В чем кризис? И по кофе я уже сказал. Мы его пьем все больше и больше. А толку от этого никакого нет. Как и сахар потребление, как и какао-бобы. Все они порождают болезни, с которыми трудно вести борьбу. От них нет никакого пользы. Ни кофе, ни какао, ни шоколад, ни конфеты, ни сладости все, кондитерские изделия. Это нет никакой пользы. Сахар для мозга
организм ваш получит из всех фруктов и овощей, из природных. А это все искусственные. Это все путь к наркотикам. Пусть в слабом виде, но это наркотик. Даже появилось понятие кофеман. Выпивают там по 10 чашечек кофе, сравнивают, кто из них больше. Одни на пиве специализируются, другие на водке, третьи на кофе и так далее. Это не лучший показатель культуры. Я не уверен, у нас вот 25% же не пьет кофе. Кто это такие? Здоровые жители сельских регионов и малых городов. А гуляет город, гуляет от того, что слишком много развлечений и хорошая жизнь. Пьют кофе от хорошей жизни. Значит, жизнь улучшается. А раз улучшается, зачем же говорить про какие-то антикризисные меры? Поэтому, но с другой стороны, конечно, это не самый важный документ. Нам не хватает ратификации соглашений о взаимности по семейным делам. Иногда мы не можем защитить наших граждан за рубежом в результате развода, воспитания детей. Почему на это не хватает у нас времени? По уголовным делам, по выдаче преступников. Нам не отдают преступников, которых мы требуем. Отсутствует соглашение о выдаче, о взаимности в этих делах. Почему здесь запаздывают наши комитеты, могли бы побеспокоить соответствующие ведомства? Потому что это защита прав наших граждан, которые один на один оказались с правосудием чужой страны. И их засуживают, потому что они русские, чтобы наказать нас. Как вчера фильм не нашему Оскара дали, а польскому. Слабенький фильм. Но назло нам, как это русскому режиссеру за русский фильм давать Оскара. Ну, они бы с удовольствием бы назло бы нам дали, потому что мы не все положительно оценили. Но опять польскому дали, что опять по нам ударить. И поляк руководит Евросоюзом, и поляк был папой римским, и сегодня вот фильм польский. Везде они провоцируют Польшу, поднимают